посмотри на него. Типа умный. Утюг. Приветствую моих подписчиков. Сегодня обозреваю вот такой паровой электрический утюг Redmond SkyIron RE C255S. С компанией Технопоиск, которой принадлежит данный бренд, связано несколько уголовных историй. Поэтому, приобретая товар этой торговой марки, я не уверен, что в дальнейшем смогу получить качественный гарантийный ремонт или послегарантийную техническую поддержку, так как бренд может просто уйти с рынка. Товар упакован в оригинальную черную картонную коробку, на которой проиллюстрирован внешний вид утюга и его технические возможности. Для удобства переноски товара сверху есть пластиковая ручка. Скудный язык колонистов мира называют его просто железо. Производитель предлагает целый набор умной техники для дома. В комплекте есть такой проспект с рекламой другой типа умной техники данного бренда. А на сайте также представлен расширенный список подобных товаров. Главная его фишка в том, что для владельца этого утюга уже не актуален вопрос, оставили ли вы дома утюг включенным. Благодаря функции автоотключения, а также технологии Ready for Sky и одноименному мобильному приложению, пользователь, где бы он ни находился, в любую минуту может проверить, включен ли утюг в данный момент, и при необходимости в один клик со смартфона отключить прибор. Утюг комплектуется пластиковым стаканчиком объемом 200 мл, при том, что резервуар утюга 300-350 мл. Документацию, в которой включает в себя иллюстрированное руководство по эксплуатации, исключительно на русском языке, с сервисной книжкой на 5 языках, есть возможность поучаствовать в розыгрыше и что-нибудь заработать на печеньках. И в Беларуси, и в России это устройство предлагают по цене чуть более $60 США. И, конечно, и сам утюг. Такова скромная комплектация этого прибора. Хотя здесь и написано, что продукт произведен по пиндосовской лицензии, бренд чисто российский, и все ссылки ищите в описании под этим видеороликом. Утюг изготовлен в китайском Шэньчжэне, о чем говорит надпись на тыльной стороне упаковки. Но в принципе по внешнему виду, а главное, если вскрыть его и посмотреть, как он изготовлен, то вы действительно убедитесь, что это Китай Китаем. Он подобен многим своим таким сотоварищам. На нем есть какие-то элементы, которые именно его выдают, что это именно Китай. Это лисье подошвы изнутри, а также вот достоинством тут выставляют обрезиненную ручку. Вот эта резиновая накладка, я думал, что это клей, начал так вот тереть, и оказалось, что это уже просто пленка на резине самой начинает слазить. То есть резина уже разлагается. Вот лисье такое стандартно китайское, какими-то заусенцами, какой-то шлак. Вот это металлическая фигнюшка. По сути, утюг выделяется среди подобных, на мой взгляд, неискушенного потребителя только двумя достоинствами. Очень длинным сетевым шнуром в тканевой оплетке длиной 3 метра и функция автоматического выключения. В горизонтальном положении утюг выключается от сети через 30 секунд, в вертикальном положении через 8 секунд и при падении на бок через 1 секунду. В остальном он подобен большинству утюгов в категории среднего и выше классов. В его носовой части есть люк пластиковый, куда заливается вода. Люк плотно закрывается. При включении аппарата в сеть раздается пронзительный звуковой сигнал и включается оранжевая подсветка, которая гаснет по мере нагрева подошвы до определенной температуры. Его мощность 2,5 киловатта, и он обладает функцией вертикального отпаривания. В носике есть форсунка для разбрызгивания воды, которая активируется правой кнопкой на ручке. Имеется постоянная подача пара 50 грамм в минуту. Это значение в 2 раза превышает значение в моем предыдущем утюге Philips Mistral. Впереди на носике есть регулятор, 4 положения, выключено, и далее минимальное, среднее, максимальное значение подачи пара.
Есть паровой удар 150 грамм в минуту. Паровые удары можно активировать один за другим. То есть инерционности никакой в этом нету. Функция работает постоянно. Также мне приглянулись обрезиненное колесо выбора мощности нагрева по типу ткани и резиновые вставки по углам треугольной пятки. Philips данная ручка была ребристая и также была удобна в управлении. Поворачивается аналогично со щелчками. На подошву нанесено керамическое покрытие, облегчающее скольжение по различным типам ткани. Отверстия для подачи пара на подошве размещены только в один ряд по периметру. Есть небольшие круглые овальные углубления, которые, по идее, должны создавать равномерное распределение паровой подушки. Утюгом Redmond Sky Iron RE C255S можно управлять дистанционно с помощью мобильного приложения, которое можно скачать по QR-коду на упаковке. Приложение называется Ready for Sky, имеет такой вот ярлычок. Запускаем его. Здесь можно добавить очень много различных устройств, которые представлены на сайте данного бренда. Активируем нижнюю кнопочку «Найти устройство в сети». Тут следуем подсказкам, переверните утюг вниз и удерживайте 5 секунд, затем нажмите «Подключиться». И таким образом есть успешное подключение, и переходим к управлению этим устройством RE C255S. Посредством мобильного приложения для iOS и Android устройств, установленного на смартфоне или планшете, можно отключить утюг, узнать его статус работы и положение в пространстве. Несколько инерционно, конечно, все это происходит. Безопасный режим работы, который можно включить в приложении, позволит эксплуатировать утюг только тогда, когда у него есть Bluetooth соединение с мобильным устройством. То есть без смартфона смарт-утюг при включении в розетку не будет нагреваться. Эта опция будет особенно полезна родителям, чьи дети могут захотеть в отсутствие взрослых побаловаться с утюгом. Для управления утюгом или иным типа умным устройством от бренда через интернет пользователю понадобится отдельный смартфон или планшет с постоянно включенным Wi-Fi и Bluetooth модулем версии 4.0 и выше и активированным приложением Ready for Sky Gateway. Вот такой ярлычок имеется. Приложение Ready for Sky Gateway позволит связать, в моем случае, утюг с домашним роутером через смартфон, который выступит в качестве уже шлюза. В обоих приложениях понадобится активировать свой логин. Функциональность приложения Ready for Sky довольно ограничена. Через него можно лишь наблюдать за положением утюга в пространстве, включить безопасный режим или выключить прибор. Управление возможно на дистанции действия Bluetooth версии 4.0, это около 10 метров от утюга. При наличии в утюге функции автоматического отключения, такое дистанционное управление воспринимаю как бесполезную игрушку, поскольку утюг обладает функцией автоматического выключения. В данный момент он выключился, мигает голубая подсветка. И этой функции психически здоровому человеку достаточно. Помимо спокойствия за сохранность дома и безопасность близких, утюг также обеспечивает хороший результат глажения. Утюг великолепно справляется с нагревом и подачей пара. Соплораспылитель создает очень мелкие такие брызги, так что при пользовании на ткань ни разу не попали крупные капли воды. Данная функция позволит разгладить сложные и пересушенные места без повреждений или изменения внешнего вида ткани. В особенности данное замечание касается деликатных тканей, которые не рекомендовано подвергать воздействию горячего пара. Подошва утюга гладко скользит по ткани, утюг двигается без замятин полотна, и зауженный носик позволяет разгладить сборки, выточки, узкие места одежды между пуговицами. Вот пересушенную рубашку, хлопковую ткань, он без пара. Без воды, впрыска воды. Даже на температуре выставлен уровень шелк. Хлопковая рубашка разглаживается отлично. В плане глажки утюг отличный. Функция очистки работает подобно моему бывшему утюгу Philips. То есть нагреваем до максимума, располагаем над раковиной, нажимаем соответствующую кнопку очистки. И из отверстий подошвы вырывается горячий пар с чешуйками накипи.
Никаких замечаний, недостатков, каких-то особенностей при эксплуатации утюга Redmond RE 255S я не выявил. Это достаточно мощный утюг, обеспеченный необходимыми функциями для эффективной и безопасной эксплуатации. Но, как я и сказал в начале ролика, советовать этот утюг к приобретению мне как-то не хочется, поскольку я не уверен, что этот бренд просуществует продолжительное время на рынке. Ну, особенно учитывая реальную ситуацию в экономике России. Смотрите другие ролики, которые сейчас появятся у вас на экране, чтобы ознакомиться с контентом моего канала и, возможно, кто-то подпишется на него. А я с вами прощаюсь, до скорого, увидимся. Пока-пока.